Ребят, всем привет! Путешествовать по Сербии можно и нужно. Я изъездил большую часть этой страны. Брал на прокат велосипед, автомобиль, передвигался на общественном транспорте. Это было электрички, паромы, автобусы. На моем пути встречалось большое количество душевных людей. А какая там вкусная кухня, красивая природа. А сегодня я хочу поделиться с вами, наверное, самыми лучшими моментами из этого путешествия. А начать мне хотелось бы с изюминки Сербии, это крепости, которых в стране очень много и они сохранились до наших дней. Одну из таких крепостей я посетил в городе Смедерево. В средневековье город был столицей и самым крупным городом Сербии. Смедеревская крепость, построена деспотом Джурадом Бранковичем в период 1428-1439 годах, состоит из двух частей – большого и малого городов. Одна из крупнейших средневековых крепостей Европы, она представляла собой сложный фортификационный комплекс. Вот такой вход в малый город. И малый город был защищен вот этой речкой с этой стороны. Ну вот он вокруг был. Ну, речка вокруг была. А с той стороны Дунай. Ну и потом, соответственно, строили вот этот большой город уже. Да, такие стены практически невозможно взять. Строительство началось с малого города, который строили около 2 лет, где размещались резиденция правителя с семейными покоями, помещения для охраны, библиотека и монетный двор. Главным сооружением был большой зал для приемов. Завершение строительства малого города ознаменовало начало работ над большим городом. 19 башен и валы дополнили уже имеющиеся 6 башен малого города. Уникальное расположение крепости, окруженной водой, благодаря искусственному каналу, соединяющему реку Дунай и Езаву, делало ее практически неприступной. Большой город был оживленным ремесленным и торговым центром, населенным местными жителями и солдатами, с 2 церквями. Приезжайте сюда в августе. В этот месяц здесь проходит международный театральный фестиваль, который даст вам прочувствовать всю атмосферу средневековой крепости. Вот до этой башни я не дошел. Ну, в принципе, туда и попасть, наверное, нельзя. Вон, можно просто вовнутрь войти. Но наверх мы не залезем. Так, вид с этой стороны. Класс. Представьте, да? Раньше когда-то у этих стен стояли люди, да? Наблюдали, так сказать, сторожевые вышки эти. Этот звук с Дуная, теплоход какой-то плывет. Ну, вы уже знаете, что город является таким портом Сербии. Класс. Так, и вид на малый город. Так, еще выше можно подняться. Давайте поднимусь наверх и оттуда уже вам продолжу рассказывать историю. Я как раз подхожу к моменту, когда хочу вам рассказать, когда турки захватили крепость. И уже сейчас наверху вам расскажу все. Я уже наверху. Посмотрите, какой шикарный вид. Крепость такая очень огромная. Вот там продолжаются башни. Место прям выбрано удачно. Дунай, река, с правой стороны траншеи. Попасть в город практически невозможно. А что интересно, сама крепость Смедерево задумывалась как город, построенный для боя и защиты, опять же, с холодным и против холодного оружия. А когда в 1459 году турки захватывают крепость, они ее усиливают. Они добавили более современную низкобатарейную башню для обороны. Так, и вид на Дунай. А во время Второй мировой войны
Немецкие войска использовали крепость для хранения своих боеприпасов. Башни, конечно, огромные. Посмотрите, какая толщина стен. Это своего рода даже туннель. Да, сюда подняться нельзя. Или можно? Нет, нельзя. Кстати, здесь над головой места достаточно. А вот сюда проходишь. Здесь надо прогибаться. Так, вид на город большой. Вот здесь надо чуть-чуть пригибаться. Меня вот впечатлили вот эти оконные рамы. Смотрите, как они прям вырезаны. А здесь можно заметить, что крепость как бы наклонена чуть-чуть вправо. Вот видите еще, что отделяет малый город. Вот эти ворота. Здесь, скорее всего, был подвесной мост. И вот эта речка. Заводь. То есть, по факту, вот это был маленький город. Потом расстроили вот этот огромный город. Уже для жителей. Церкви, где были построены две. Вот так все это выглядело. А в 2012 году, кстати, здесь были проведены археологические раскопки и была обнаружена могила женщины 14 века. И при ней были найдены золотые украшения, серьги. Сербия настолько многогранная, что не выезжая за ее пределы, можно увидеть кусочек Венгрии. Суботица – город с уникальной архитектурой, богатой историей. Его история насчитывает более 3000 лет, а выгодное географическое положение на перекрестке европейских и азиатских торговых путей сделало его ареной многочисленных конфликтов, в которых участвовали Болгарское царство, Венгрия, Османская империя, Габсбургская монархия и другие. Первое письменное упоминание Суботицы под латинским названием Забатка относится к 7 мая 1391 года. Сердцем города является главная площадь, а его визитной карточкой – ратуша в стиле модерн. Уникальная тем, что доминирует в центре города, затмевая собой соборы и церкви. В ее стенах расположен музей истории Суботицы.
Культурное наследие города также известно своей синагогой в стиле мавританского романтизма, построенной будапештским архитектором в период австро-венгерского правления, является одним из самых главных символов Субботицы. Ее архитектура гармонично сочетает еврейские традиции, венгерские мотивы и восточный колорит. А витражи украшены цветочным орнаментом и расписной жалнайской керамикой. Я очень хочу, чтобы вы увидели римско-католическую церковь Пресвятого Сердца Иисуса, которая лично меня пробрала до мурашек. Я даже сейчас говорю об этом, и у меня бегут мурашки. Такое впечатление на меня она вот произвела. Сама же эта церковь находится в поселке городского типа Футок. Добирался я туда на велосипеде из Нови Сада. Само же название поселка Футок берет из древнего рода, венгерского рода Футаки, которые жили там еще в XIV веке. Зашел я на территорию храма. Чем-то напоминает прям замок. Сейчас расскажу историю интересную про это место. Граф Хадик, это первый владелец дома, построил римско-католическую церковь и дом приходского священника вот на этом месте, которые были снесены. А графиня Котик построила на этом месте новую церковь, посвященную сердцу Иисуса. Она была построена в псевдоготическом стиле в период 1906-1908 годов. Кстати, вот даже есть здесь надпись на латыни. Она написана в готическом стиле. И дата указана 1907 год. Хвала. Спасибо. Да, пожалуйста. Я готику прям вообще люблю. А это же в 1906 году построили там, да? Это как сердце Иисуса. Да, я почитал историю про этот. Прям супер. Орган. А он работает? Не работает. Он тоже построен 1906-1907? А, в 1907 году. Да. Красиво. Слушай, в таких местах хочется шепотом говорить всегда. Я считаю, что это редкая удача попасть сюда, потому что все закрыто, никого нет. Посмотрите, какие здесь картины. Это под стеклом, и там
Шапка лежит, шляпа. Слушайте, а может это и есть граф? Котик? Какие картины огромные. Извините, а это граф, да? Это граф Котик? Граф Котик? Котик. Ага. Котик, Да. Котик. To je jej rodič. Герб, да, город Котик? Rodič, ja? A to je Герб. Gerb. A to je jeho rodičia. Matka a otec. А, это герб матери, это герб отца. Tak. Да. To kotek. Котик, а это? Hadík. А, это Хадик, это первый был Хадик, потом был Котик. To je naslednji. После, да. Poslednji. Ага. To je njegov originalni golub. Оригинальный? Ничего себе. Это 1800, наверное, да? Даже 1700 даже. Tak. Ничего себе. У вас тут как это, музей. Muzej, tak. To restaurovala umetnica iz Subotice. Из Субботицы реставрировала. Restaurirala, tak. Ага, A i te ikone. ага. Прям у меня аж это, мурашки по телу. Да. А тут служба проводится? Служба? Tak, bila. А, была сегодня? А я не успел. Я из Нови Сада на велосипеде сюда ехал посмотреть. Из Нови Сада. 8:30. 8:30. Да. Это каждое воскресенье. По воскресеньям. Ага. Класс. To bol prvý kostol, ak sa povie po rusky. Ага. Cerkva, to je prvá ikona. Ну, когда здесь была церковь, ее снесли, а потом построили эту. Так. Да, и вот это была первая. Ага. To vidíme. Graf Hadík. Hadík tu. Ага. Cerkva grafa Hadíka. Это первая, которая была. Prvá. Вот это. Вот это первая. Так. Это которую снесли, да? Nie. А, нет. A to mošti svetého Evgenija. Učenik z Ríma. Učenik. Это мощи? Mošti, tak. Svetý. Я не знал, что здесь мощи есть. Tak. А Učenik, to je krv jeho a celé telo a jeho krv. это кровь. Tak, krv. Ой, а это можно снимать? Tak. Да. А можно, да, сюда? Tak. Ух ты. Ребят, вот это мощи. А как звать еще раз? Евгений. Евгений. Eugen. Евген. Eugen. Ага. Это его мощи, а вот здесь это его кровь. Krv. Einweihung, to je posvecenje. Posvecenje. 1908 год. Ага. To bolo 5000 Němcov a 2000 Maďarov. Венгры. Да, венгры. Teraz здесь 200 katolikov.
200 katolikov. 2000 католиков. Nije, А, ti sam 200. 200. 200. Ну, прям, у меня, говорю, у меня аж мурашки по коже. Прям. Сука, а как звать, я не спросил, как? Anton, Антон. Anton Kopilović. Антон Копилович. Ой, я Алексей. Очень приятно. Спасибо вам за экскурсию, то, что сюда я попал. Прям от души. Ta ikona, tam srce Isusova, to je kopija Копия. originalne ikone iz Francuske, Paray-le-Monial. В Монреале. Tam, nije Montreal, Paray-le-Monial, tako se zove grad. Tamo se Isus u tom liku jednoj monahinji prikazao. I to je kopija te prve ikone. Понял, копия. А где она? Вот не вижу. Где она, икона? To je u sredini. А, вот это посередине, получается. Где Иисус. Tak. Где же взяла? Вот эта вот копия. Вот написано Хадик Мария. И поближе вам покажу икону, которая была первая в первой церкви до строительства этой. Что, ребят, спасибо, хвала, прям большое спасибо вам, хвала, до видения. И другий путь. Спасибо, хвала. Как вам, ребята? У меня, честно говорю, я иду, у меня мурашки по коже. Я не ожидал даже увидеть там мощи. Честно, я когда читал историю, как бы я про мощи там ничего не нашел. Душевные и отзывчивые люди встречались мне повсюду. Взял велосипед в аренду и с Нови Сада сюда приехал. Ja sam putovao biciklom daleko. Ну, нормально. Da, normalno. Нормально. Da. Ajde. Это вот батюшка Evo moj. разрешил поснимать там. А, ваш велосипед? Ваш? Тоже. А вы в Руменке живете? Ja. Да. Ja sam se penjao gore kad je bilo bombardanje ovdje kod nas kad su NATO bombardovali, znaš? Да. I bila jedna sahrana. Ja sam gore išao da vidim kad će krenuti da mogu da zvonim zvona. Да, Znaš? понял. I ono avioni, znaš, letu i bace bombe tamo na... То есть, когда летели самолеты, вы звонили, Ja sam onda zvonio. и все знали, ну, предупреждали, что leti Pa oni самолет. kad vidio sam i kako su išli, znaš, ne bacili ono bomba ovako, bum, tamo gore na Fruškoj gori. На Фушке горе. Da. Toranj, ali penje se gore, znaš, pa teško je popeti se. Ладно. A gde si pošao, ideš daleko ili samo do Rumenke? Руменка и назад на Назад. Сад. Ага, Да, сейчас ага, здесь Да. прокачусь и Kako? назад. Ну, покатаюсь, посмотрю и A, назад. posmatram. Posmatram. Onda vidiš malo da obiđeš. Да. Kaj, Dobar dan. Evo, imamo Rusa jednog našeg, došao malo do Rumenke. Zdravo Rus, kako si Rus, jesi dobar? Matjuška, Zdravo, gdje zdravo. si? Zdravo Rus, kako si Rus? Raz. Mi smo došao biciklom iz grada. Dobro? Došao malo naš obiđe, pa vidi, pa snimio i ide nazad se vraća. Okej, pa lepo. Dobar dan. Можно, да? Da, može. Može se obeći suvočan, naravno. Вот это старая сухая мельница. Здесь лошади. Iz 1869. ovo bi se podiglo da konji dođu. Да. Я и говорю, что вот лошади запрягали и они ходили. Da, Da. ovdje je bio gonič konja koji bi gledao da li su potkovani, opojeni, nahranjeni, umorni. Ovdje bi se vezali Ага. i onda dva konja pokreću ceo ovaj točak.
je za kukuruz. Это кукурузу. Da, s Зерна, zrnom. да. Очищали. Da. Да. Ovo je mlinareva soba, gdje bi on ugovarao cenu brašna. Koliko košta da proda ili da kupi pšenicu. Sve se ovdje radilo. I hleb bi se mesio ovdje, u peći. Ovdje bi se smjesio, napravio hleb, ubacio u peć, izvadio, stavio bi se ovdje i onda bi se jeo. Хлеб уже целый. Da. Да. Domino, da učimo djecu kako se igraju. Ovdje bi se uglavnom igrale karte, pilo, pivo ili nešto, ono tako. Ali može i domine i mice. А это мица, что это мица? Mica je igra gdje se jedu protivnici kao šah, samo što je ovakva tabla. Типа шахматы? Нет? Kao, Что-то kao, похожее. blizu šahmat. I starije vrijeme bi se igralo sa zrno kukuruz i zrno pasulj. I onda bi se tako kao preskače posebne ove linije i onda bi se pojelo kao u šahu, sklonila bi se ova zrno i kao ko ima najviše preostalih, pobednik je pobednik. Кто ты победил? Спасибо. Хвала. Довидения. Doviđenja! Смотрите, каждый сантиметр 1000 лет. А смотрите, мраморный оникс в тонких слоях. Прозрачно и непрозрачно. Помните, как я вам сказала? Слоя. Спасибо еще раз за экскурсию. Было очень интересно. Пожалуйста. Я выложу на YouTube-канале своем. И чтобы все сюда приезжали Спасибо вам огромное. и ходили именно к вам на экскурсии. Мы очень любим наших русских, значит, и мы очень любим, чтобы наш народ приезжал к нам. Так. А знаете, я иногда приезжаю вот куда-то, и никого нет практически. Вот такое ощущение, что ходишь один-то, вот Да, мало людей почему-то. Хотя у вас реально столько мест, Да. куда стоит приехать и все это Да. посмотреть. Да. Очень да. много мест. А смотрите на эту природу, смотрите на Да. эту зелень, которая становится красной перед осенью. Да, осень у вас, кстати, прям вообще шикарная. Да, да. Продолжение лета, ну такого Да, уже да. прохладненького лета. Какие цвета будут здесь? Об этом невозможно говорить. Значит, это нужно видеть. Ну да. Приезжайте на экскурсии. Спасибо, спасибо огромное. Вам спасибо. И вам Все. тоже. Привет русским. Ну и как же побывать в Сербии и не попробовать знаменитую сербскую плесковицу? Самую, на мой взгляд, лучшую плесковицу я ел в деревне Руменка. Забрал, ребят, свою плескавицу. Вот такая она огромная котлета. Кстати, котлета всегда отличается у всех по-разному. В разных кафешках, ресторанах разная котлета. Видимо, зависит от щедрости ресторана, кафе. Но здесь она такая толстенькая, прям большая. Ну, это своего рода бургер. Сейчас я спробую и расскажу вкус. Вот такая котлета огромная. Что, как вам нравится или нет? Да, вкусно. Спасибо. Котлета сочная. Да. Это фарш говядина. Говядина, чуть-чуть свинина. Ну, она Да, домашняя всё. да, сочная. Да. Спасибо. Вот мужчина по-русски разговаривает. Работает здесь. Говядина, говорит, домашняя. Тут в основном говядина и чуть-чуть свинины. Поэтому мясо такое сочное. В общем, ребят, кто будет в Руме, советую заведение Тропикана. А вы откуда? Какой город?
Я из Нови Сада, Ага, а так из Москвы. в Москве, а? Я работал 3 месяца в Москве, потом в Челябинске. Ну, вы хорошо по-русски говорите. Ну, и потом 2 года в Казахстане Да. работал, да. А кем работали? Поваром. Поваром? Да. Круто. Вы, наверное, оттуда тоже взяли что-то, да? Да. Какие-то там приправы, секреты? Да, мне вот этот шашлык там очень понравится. В Казахстане? Да. Да. Там из баранины вообще. Да, супер. Да. Да. Я и в Казахстане был, в Узбекистане, и в Туркмении был. Я работал в Эркалик, в Кустанайской области. Ага. Вот там очень далеко и очень холодно. Вот мужик говорит, что работал и в Казахстане, в Челябинске, в Москве. Работал поваром. Ну, соответственно, секреты, видимо, брал оттуда тоже у казахов. Шашлык, говорит, из баранины вкусный, ему нравится. Ребят, тут, в общем, смотрите, булочка, лист салата, огурец, помидор, котлета и соусы. Я взял там сметанный соус, чесночный, 2 соуса. И чего я не ожидал и никогда, наверное, бы не подумал, что в городе Ниш я увижу башню из черепов. В общем, чтобы раз и навсегда напугать сербов, тогдашний султан Ниша приказывает на восточной стороне города построить каменную башню, замурованную в ней головы сербских солдат. Всего же было вмуровано 952 головы. Сама же башня была построена в период с июня по осень 1809 года. И находится она на Константинопольской дороге. Это уже такая современная постройка, чтобы сохранить башню с черепами. В общем, французский поэт Альфонс де Ламартин описывал увиденное так. Примерно в миле от города я увидел широкую белую башню, возвышающуюся посреди равнины и сияющую, как приходской мрамор. Дорога привела меня к ней. Я подошел к ней поближе и, дав турецкому ребенку, шедшему со мной, подержать мою лошадь, сел в тени башни. Едва я сел, как, подняв глаза на памятник, в тени которого находился, увидел, что стены его, которые, как мне казалось, были построены из мрамора или белого камня, составлены из человеческих черепов, расположенных в правильном порядке. Эти черепа и эти человеческие лица, ободранные и побеленные дождем и солнцем, замазанные куском штукатурки, образовали целую триумфальную арку, закрывавшую меня от солнца. Их может быть от 15 до 20 тысяч. У некоторых еще остались волосы, и они развивались на ветру, как лишайник или мох. Сильный и свежий ветерок дул с горы, и, проникая в многочисленные полости голов, лиц и черепов, вызывал в них грустный и скорбный свист. Там не было никого, кто мог бы объяснить мне этот дикий памятник. Ребенок, державший поводья 2 лошадей, играл с маленькими кусками черепов, которые рассыпались в прах. Я был так слаб от усталости и жары, что заснул, положив голову на стену отрубленных голов. Проснувшись, я увидел вокруг себя караван и несколько турецких всадников, пришедших из Ниша, чтобы встретить меня. В городе мне рассказали, что это головы тех 15 тысяч сербов, которых Паша убил во время последнего сербского восстания. Эта равнина была местом гибели храбрых сербских повстанцев, а этот памятник их могилой. А где вы еще пройдетесь по турецким кварталам, не покидая Сербии? А после этого можете посетить пещеру неолита, только в городе Валево. Так, это Белый мост. Ну, называют, вы поняли почему, потому что он белый. Раньше на этом месте был деревянный мост. Но, соответственно, его снесли, когда неоднократно город
попадал то в руки турков, то возвращался к сербам, то в венгры, кто здесь только не был. Поэтому мост не сохранился до наших дней. Смотрите, как оригинально смотрятся домики на берегу реки. Так, и с другой стороны. Ой, я даже рыб вижу. Настолько она мелкая и прозрачная. Ну что, готовы в историческую часть? На бывшие базары. Пойдемте. Я аж в предвкушении. Тишняр — это базар турецких времен. Он находится на правой стороне реки Калубара. Куда идти? Налево, направо. И хочу и туда, и туда. Давайте пойду с этой стороны сначала. Будем идти, разглядывать и рассказывать историю вам буду сейчас. Смотрите, какой вот явно это прям вот 18-19 век. Смотрите, он прям как наклонился. Ух ты, ну смотрите, тут реально можно прям фотографироваться. Кто любит фотографии красивые, наверное, вот сюда надо приезжать. Хорошие кадры можно сделать. Так, давайте историю. Вообще Тишняр был построен в 17 веке, но до наших дней сохранился так, как он выглядел в 19 веке. Вот по тому зданию белому явно похож на турецкое. Точно 17 век. Ну вот это да, 19. Ну красиво же, да? Кто согласен? Пишите в комментариях, как вам. В общем, большинство этих зданий были построены в 19 веке. А на момент создания в них располагались магазины. Ну, сейчас, в принципе, они располагаются. Кафешки, магазины. Здесь были магазины, мастерские, торгово-ремесленные склады. Тишня представлял собой торгово-ремесленный район, базар Валево на протяжении нескольких веков. Вот я смотрю, что не все здания, помещения еще функционируют. Здесь, например, закрыто. Такая прогулочная улица. Если бы такая улица и такими домиками был бы застроен Белград, я думаю, здесь бы народу было не протолкнуться. Ну, а город далеко находится и маленький, соответственно, туристов не очень много. Не балуют его туристов. Один турист-оптимист вам все показывает. Знаете, сейчас вот прошелся, чем мне район, на что напоминает, на что похож. На район в Венгрии есть городок Сент-Андре. Вот там что-то такое вот есть. Там просто улочки поуже, но также идут дома слева-справа, такие ремесленные, такие пряничные домики. И вот тут и улица прям вот похожа. Так, кто был в Сент-Андре? Напишите. Ну, миленькие же домики, смотрите, прям. Здесь прям такой антураж, бочки висят. Красивая улица. Сама пещера разделена на две части. По нижней протекает подземная речка Баня. Как бы она на фоне, ну, вернее не на фоне, она на выходе из пещеры образует такой небольшой водопад. Я уже шум ее слышу. А нижний уровень пещеры называется Великой из-за огромной высоты. Вот этот вход, он около 15 метров. А верхняя часть пещеры известна как концертный зал.
она имеет естественное освещение, потому что у нее там 2 отверстия наверху. И сразу прохладой так завеяло. Кстати, читал, что в этой пещере есть летучие мыши. Интересно будет на них посмотреть. Пока вижу только голубей. Ничего себе, какая она огромная. Знаете, здесь стоишь, она прям давит на тебя. Ощущение. А вон там голуби прячутся. Ребят, у меня прям мурашки по коже от этого места. А вот эта речка, которая берет свое начало из пещеры. Вот мы туда, я поднимусь туда и покажу вам, где она находится. Класс. Это реально место силы. Приезжайте. Что, пойдемте туда посмотрим. Ребят, извиняюсь за качество картинки. Снимаю с айфона и, соответственно, камера работает на пару со вспышкой. Здесь такой ветер, его не слышно, но прям чувствуется. Подниматься не очень удобно. Ступеньки скользкие, так что кто пойдет, имейте в виду это. Какой-то проем такой. Лезем дальше. Еще не видно под ногами, что у меня. И наверху потолок прям куда-то вниз уходит. Я уже вижу вторую пещеру. Так, здесь держаться не за что. Плохо, что под ноги не могу смотреть, потому что камера вперед снимает и свет туда. Так, давайте позади себя. Вот так это выглядит. Ух, я под впечатлением. Посмотрите, какой зал. Офигеть. Я дошел. И здесь эхо. Там тоже вижу ступеньки. Надеюсь, качество картинки будет смотрибельное. Так, потолок. А вот, смотрите, вот про эти 2 отверстия. Раз. И вот второе отверстие. Это и есть как бы естественный свет здесь. Но также получается, что из-за этих отверстий здесь грязь. Так, обувь еще берите, чтобы она
Не скользилок, кто сюда полезет. Но сюда стоит прийти. А? Какое эхо. И тишина. Так, давайте сначала здесь покажу. Но туда, ребят, я не пойду. Хотя вижу вот там тропинку. Но я думаю, это для исследователей. Что-то мне не хочется туда идти. Так, давайте отсюда еще вот. Вот они, два оконца. Вы представьте, да? Здесь когда-то жили люди. Когда-то были древние животные. Римские солдаты здесь тоже бывали. Ничего себе, глыбы какие. Фух. Хочется прям вот, хочется очень туда, хочется залезть. Но я понимаю, что это небезопасно. Вот к краешку я подойду. Тем более есть ступеньки. Значит, нужно подойти. Там ступеньки идут, вижу. И вон там еще одна пещера. Вход. Здесь, конечно, без фонарика не обойтись. Я не думаю, что можно будет так далеко зайти. Конечно, если бы я знал, то я бы нашел фонарик, чтобы подняться дальше. Блин, не хотел идти. Ладно. Короче, ноги сами тащут. Интересная такая, смотрите, камень какой. Как какая-то голова. Крутые такие здесь спуски, подъемы. Ух. Как вы поняли, Сербия может удивлять. Вы только посмотрите, какой открывается вид на озеро с национального парка Фрушка-гора и на город Вршац с Вршатских гор. Я наконец-то дошел. Сейчас покажу вам эту красоту. Надеюсь, она стоит того, что я сюда поднимался. О! Вы посмотрите на этот бирюзовый вид. Цвет, вернее. Ребят, сегодня было нетипичное видео для меня, поэтому обязательно отпишитесь в комментариях, как вам такой формат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!